Первое сообщение в интернете состояло всего из двух букв – LO. Всем привет, дорогие зрители, и добро пожаловать на канал Жоропо! Та-дам! И тема сегодняшнего видео, подкаста – это интернет. И поговорим о том, как он влияет на нашу жизнь сегодняшнюю, да, как он интегрировал туда именно. Вот, об этом сегодня и поговорим. Поехали. Всем привет! Да, вот это у нас и есть этот глава профессора Доля, итальянского. Я на Сардинии, да. Да. Мы, это первый раз такой экспериментальный формат, что я не присутствую в студии. Да, так как вот, ты у нас являешься экспертом по интернету. Ну, эксперт я такой себе. Да, расскажи. Да, я постараюсь. Да, расскажи. Я немножко как бы проскроллил там. То есть план будет такой, мы немножко поговорим про историю интернета, вообще минимально, чтобы не углубляться. Мы поговорим про то, как потом в 90-х, в 2000-х он развивался, как появился 2G, 3G, 4G и дальше. И дойдем до, так скажем, наших дней. Поговорим о Илоне Маске, какой он сделал импакт в интернет. И дойдем прямо до искусственного интеллекта. И вообще, да, как он на нашу жизнь потом влияет. Ну да, вывод какой, да. Ну что, профессор, начинай. Поехали, ребята. Значит, в каком году появился интернет? И зачем он вообще появился? Из-за чего? Американцы хотели иметь альтернативный источник связи. Да, если вдруг будет во время холодной войны это все создавалось, если вдруг будет ядерный удар нанесен по центровым узлам связи, нужен был тоже альтернативная связь, и которая тоже будет не связана, так скажем, в одном регионе, как бы, чтобы она все равно бы функционировала, чтобы оставляла связь. Вот. И сейчас я прочитаю. В 1969 году агентство DARPA, тогда она называлась ARPA, то есть начало создавать эту сеть. И первое сообщение, которое прошло по этой сети, это они было 29 октября. DARPA, ARPA, они соединились с каким-то институтом, да? И вот они сделали вот эту пересылку. Да. Но это уже не военные, правильно? Не, это военные. Это еще военные. Окей. И они, получается, хотели первое сообщение переслать логин, но переслалось только ло. Ну и потом там были разные забавные истории про это. И до 70-х годов, до конца 70-х, это была система, как бы сеть только для военных и ученых, то есть больших институтов. Вот, потом в конце 70-х, начале 80-х появляется TCP/IP протокол. TCP разбивает информацию на пакеты, а IP доставляет пакеты по адресу. Это как адрес. То есть IP это адрес. Как домашний адрес, да? У каждого человека есть домашний адрес. Также у каждого Но это компьютера. мы сейчас все знаем, а раньше этого не было. Получается, это TCP/IP, это как общий язык для компьютеров, на котором компьютеры во всем мире будут говорить. Вот. Но это тоже еще военные разработки, правильно? Или это уже он частный? Это считается рождением современного интернета. То есть не указано, да? Да. Вот уже в конце 80-х человек такой, он британец, Тим Бернерс-Ли, работая в ЦЕРН, создал HTML, HTTP и URL. Короче, он первый веб-сайт и первый веб-браузер он создал. И вот именно он сделал его общедоступным. То есть он появился как бы графически. Ты мог увидеть уже полноценный браузер, ввести адрес. И до этого это, получается, как связь просто шла. Но это, я так понимаю, как в биосе было. Знаешь, ты передавал чисто была текстом.
Да, Системные, да, просто, да. да. И им могли только пользоваться, реально видно, программисты. Ну, понятно, да. Вот. 90-е. Начался массовый рост. Появилась электронная почта, сайты, форумы, поисковые системы. Ключевые компании Yahoo, Google То есть и Microsoft. Ему понадобилось где-то, считай, конец 70-х, в 69 году, 29 октября, отправили первое вот это сообщение, да? Да. До 90-х, это 20 лет понадобилось, Чтобы он как бы стал чтобы он, да, в массы развился, вышел. да, до мировых масштабов, да. Чтобы им начали пользоваться все люди. А Чтобы знает, он, да? ну как все, это еще не все. Это те, у которых был компьютер и... Я даже не знаю... А там нигде никто не слышал, как это именно вот этот процесс произошел от военки, переход именно в общее. То есть как обычно, не знаю, Сейчас мы зададим этот космические вопрос. какие-то технологии переходят, но Ну, это же в самом начале- более-менее не военная, это как бы закрытая, скорее всего, система была. Так, значит, университеты сыграли ключевую роль. Вот, Военные видишь. быстро поняли, лучшие специалисты находятся в университетах. Для развития сети нужна совместная работа ученых. Поэтому этот вот ARPANET, он тогда так назывался, его начали расширять. Просто, считай, начали его больше расширять и хотели сделать, чтобы не Именно в передавать... университетской среде появился имейл, чат, первые форумы и культура свободного обмена Ну, то информацией. есть они дали ученым доступ к этой сети. Видно, прям институтам дали. Знаешь, не определенным ученым, а как бы да, вот я не там такой видел. Гарвард, Стэнфорд и все на свете. Чтобы не письмами, не голубями пересылать письма, а уже более быстрее, чтобы была информация. Да, доступна. разделение военной и гражданской части. Со временем сеть росла и возник вопрос безопасности. В 80-х военную часть отделили. Появилась сеть Milnet для военных задач, а научная и образовательная часть продолжила развиваться отдельно. Все понятно. То есть в 80-х годах они ее разделили. Понятно. Ну и мне тоже кажется, они немножко почувствовали потенциал, и то, что там можно зарабатывать хорошие деньги. А американцы всегда Это было, денежку знаешь, зарабатывать когда умели. я сегодня это опять посмотрел, точно не помню, но заработали первые большие деньги, 100 тысяч, что ли, или 1 миллион. на интернете. Да, когда они разослали спам, рекламу по грин-картам. Все возбухали, но когда они подсчитали доход, там что-то было около 100 тысяч или что-то такое, все поняли, что в этом и есть деньги, и все, перестали возбухать, и потом началась как раз, и вот понеслась вот эта штука уже в 90-х, 95-й, онлайн-магазины. Сайты были забиты. Всякой рекламой, баннерами они тебе их насылали. Да, начали продавать вот эти рекламы. В 95-м году, я тебя, извини, Андрюх, перервал. Это единственное, что я знаю. Это то, что Amazon, они же сделали Amazon в 95-м году. Это было как книжки продавались. И из я гаража, не помню, да. сколько лет он заработал, что-то там миллион или сколько-то миллионов долларов. И вообще и понеслась вообще, как говорится, пизда по кочкам. Ну и да, и посмотри, во что сейчас превратился Amazon. Я вот тут на Сардинии сижу, а тут грузовики только так ездят. Amazon, Delivery, бла-бла-бла. У нас такой роскоши Я покупаю... нет. А? У нас тут такой роскоши нет. А как это? Так, а потом мне стало интересно, это же не только американцы такие умные, правильно? Должны же были и наши, Советский Союз, тоже к этому прийти. Я полез смотреть, и таки да. Значит, она должна была, система эта называться ОГАЗ. Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации. Нормально. Очень Ну, конечно, Советский Союз. по-советски, товарищи. Так, как должна была работать система? Иерархия центров. Главный центр в Москве, 200 крупных центров в областных городах и до 20 тысяч терминалов на предприятиях. Связь в реальном времени. Все заводы и фабрики СССР объединялись телефонными каналами для
для мгновенной передачи данных. Цифровая экономика, то есть появляется, да, система должна была собирать данные о производстве, логистике и спросе, Я-то читал об этом, да. чтобы автоматически все корректировать. Это в 90-х, да? Не. Нет? Нет, в 1962 году. Ёпт. Да-да. 1962 год. Еще, ого. И безналичный рубль Глушаков предлагал заменить бумажные деньги электронными платежами для автоматического контроля бюджета. В 1962 году. Но что произошло? Проект закрыли. Ну-ка, он еще был... Удивительно. Да. Бюрократия и борьба за власть. Министерство финансов и Госплан увидели в ОГАЗ угрозу своему влиянию. Чиновники боялись, что компьютеры заменят их аппарат или вскроют неэффективность. Ну да. То есть тогда все будет автоматически фиксироваться, сколько произвели. Да, это же плановая экономика. Ну да. Тогда же было как? Так, мы, конечно, все произвели, отчеты все есть. А как там на самом деле? Оно так и до сих пор, наверное. Да. Колоссальная стоимость. Проект требовал около 20 миллиардов рублей. Нормальненько так. А сколько они... Дороже, чем космическая и атомная программы вместе взятые. Ага. Представляешь, да, размер? А сколько они потратили на Афганистан? Вот это я не знаю. Ну, Я думаю, немало потратили. больше. Да? Ну просто Ну да. Это... безналичный рубль. То есть это уже 60-х. максимально приближенно к биткоину. Ну как бы, да, у человека, если ему дать развивать, Ну да. а почему-то не развилось. Да много. Да они- много проектов, которые Да. в Советском Виктор Союзе Глушаков, были, академик. не давали развитию ходу. Да, и сейчас потом, я где-то еще смотрел. В общем, в любом случае, классная система. Советский Союз. Вот. А вы когда вот первый раз начали интернет, вообще попользовались? Ну вот у меня эта история, даже не интернет, а мой первый имейл. Мы были в Китае 2000-2001 год. Я свой email не помню. У меня не было компьютера, конечно же, тогда же. Вот, и одна девчонка повела нас в интернет-кафе в Китае и зарегистрировал меня на Mail.ru. И первый мой имейл назывался, мой никнейм Иван Батон. @mail.ru. Вообще пиздец. Я не Батон. помню свой первый email на самом деле. И я им, наверное, ни разу не пользовался потом. Был 2000-2001 год. СГВ, что-то такое, не помню, чем заканчивался. Аббревиатура имени, фамилии. Я вот концовку не помню, что-то такое типа было. Но у меня, я первый раз попользовался интернетом, это было, наверное, на первом курсе института, скорее всего, мне было Это какой год? Блин, год, не знаю какой год. Ну, мне лет 20, наверное, было. Сколько? 26 То есть это лет назад. 90-е? Какой-то год. 26 и 2000. 2000, да, в 2000, наверное, да. 2000. 2000-2001, наверное, какой-то такой год. Вот. А я познакомился с интернетом тоже 2000-2001-2002. Но я смотрю сериал «Друзья». Мой любимый сериал. И там сезон, по-моему, 2 или 3. И там идет упоминание eBay. eBay. Да, что как бы что-то там по сюжету кто-то что-то хотел в eBay купить. eBay. Знаете, в каком году создался eBay? В каком? В 95-м. Офигеть. Я в 95-м году пошел в школу во 2 класс. Это же какой интернет? Я даже... Да, компьютеры не у Ты всех такого были. не слышал. Компьютеры была роскошь такая, так что да. Тогда они еще это квадратная вот эта махина, блин. Все это, блин. Хотя про компьютеры я тогда уже слышал. Они как-то еще были на кассетках маленьких такие. Я не понимал, как оно четко работает. Типа
Типа как в магнитофон ты кассету засовываешь, его включаешь. Не, я такого Не дискета, нет, а, такого не было. кассета. Ну, я слышал, да. Это вот такие компьютерные клубы я ходил. Мы собирали бутылки тогда еще, это были 90-е. Собирали бутылки, сдавали их, и вот на эти там 3 рубля или сколько мы шли и играли там именно вот в такие вот компьютеры. В «Принц Персии» и еще что-то такое было. Да, «Принц Персии», да. Да, я у брата играл тоже. Квадратное Да, такое да. все, он Да, там это ходил. вот Да, такие да, вот вот это всё компьютеры прыгаешь. были, вот кассетки в магнитофон стопудов. куда-то. Я у брата, я сейчас вспомнил, играл, да, тоже. В юном технике, да, стояли где-то на первом этаже. Да, ты что, «Принц Персии» вообще, вот это, Да. Три кнопки. Залипательная вещь. 3 кнопки и пробел. Пробел. Так, Ну и идем дальше. Что по истории, да, что там было? Сейчас я отмотаю чуть назад. Так, мы 90-е закончили, да? Вы меня нормально слышите? Да. Значит, 2000-е. Появляются социальные сети, онлайн-видео, облачные технологии и смартфоны. Первый iPhone 2007 год. Ну, все. Связано. Появляется Facebook. И Facebook это тоже изначально была внутренняя социальная сеть для колледжей и институтов. Ну, да. И ее идея принадлежит не Цукербергу. Ребята, которые как бы это все основали, они к нему пришли и попросили все спрограммировать и вместе склеить, чтобы она начала работать. Он, видно, начал над ней работать, всек, что это такое, и по чуть-чуть эту систему как бы под себя, и как бы потом от себя выпустил Facebook. Но потом они на него в суд подали, и у него отсудили деньги. А, да? Да, пару сотен миллионов. Сколько? Ну что такое пару сотен? Ну пару сотен. Ну да, на то время он уже был обладателем и до сих пор и... А сейчас это, это Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp, потом этот Oculus очки эти все. А дальше сейчас мета вот это развивается, вот эта вся платформа. То есть Ну мета, он просто вот это в это время же скупил в определенное на хайпе все это. А сейчас это есть какое-то развитие всего этого? Я знаю, только мета есть сейчас АИ мета. Да. Но оно видео там что-то генерит только, по-моему. Да, постоянно Ну как, Инстаграм выкидывает это. мета это она владеет всем. Ну да, Она да. владеет Фейсбуком, Инстаграмом и WhatsApp'ом. Ну, да. Вот тут все, что мы им пользуемся, вот они и развивают. Я думал, что-то новенькое Реклама. Они же перепродают. Помните, там скандал был с выборами? Я не помню, какие первые или вторые выборы Трампа. придумали. И что там было? Там какой-то был скандал, что они как бы... Типа, как Трамп выиграл, он заплатил Мете или тогда Фейсбуку. А у них была очень большая база и очень персонализированная информация о них. И то есть они предоставили ему площадку или на влияние очень большого количества людей через их аккаунты и такие, знаешь, аккуратную рекламу такую. Не, слежки в интернете нету. Да, конечно. VPN. Кстати, разработчики VPN, если вам нужна интеграция, обращайтесь к нам. Да. Смотрите. Развитие мобильных сетей. 1G. Только голос и аналоговая связь. 80-е. 2G. 10-е? Цифровая. Фига себе. Представь. Ну, то есть мобильная Я только думал, голос. только недавно появилась. Ну, с Не. мобильными, я имею в виду, смартфонами. Не, ну помнишь, были такие большие мобилы, по которым можно Ну было да, там говорить? уже- ну да, там же интернет был мобильный, да. Ну, Он был дорогой. это цифровая связь, но это еще Ну, я не понял, интернет. понял, да. 90-е 2G, цифровая связь, вот тут уже цифровая связь появилась, и СМС. А Wi-Fi... 3G. Да. 2000-е, мобильный интернет и видеозвонки. 4G 2010-е, быстрый интернет, стриминг, соцсети, YouTube и Netflix в хорошем качестве.
5G современный этап. То есть очень высокая скорость, минимальная задержка, подключение огромного количества устройств. Используется в беспилотных автомобилях, умных домах, интернет вещей, удаленные операции и медицина, VR, AR. Все на свете. Ну и на сегодняшний день современный интернет – это миллиарды устройств, дата-центры по всему миру, подводные кабели между континентами, спутниковый интернет. Вот. Мы с вами сейчас разговариваем, и вы, и я, по спутниковому интернету, по Старлинку. А кто сделал Старлинк? Новая тема переходит. Илон куда? Маск. Илон Вот к нему и перейдем сейчас. Васильевич Маск. Васильевич Маск. И, кстати, о нем вот недавно я услышал. Короче, у него сколько там тысяч биткоинов на счету. Он только открыл свои кошельки и показал, сколько у него там денег. Короче, у него там несколько миллиардов в криптовалюте. И он да? сейчас, да, является один из больших Держателей. держателей, да, крипто. Понятно, откуда ноги растут. Да. Несколько Не, ну когда у тебя он, да. 800 триллионов, да? Пару миллиардов это так сдача какая-то. Но он является Какие-то одним из копейки больших там. держателей, да. Ну, может на рынок каким-то образом влиять. Сдача, да. Смотри, я пользуюсь PayPal. Илон Маск стоял у истоков. Tesla. У меня была Tesla Model 3, сейчас Tesla Model X. Starlink. Да В Твиттере ты кто-нибудь фанат сидит, Илона. Ну, как Илона я не знаю, но его продуктов, да. Слушай, это потрясающе. Тут интернет очень плохой. Вот на Сардинии, в глубине, вот ты отъезжаешь буквально 2 километра от ближайшего города, нету интернета. Одно деление. Это если ты на дороге. Чуть-чуть вправо-влево, все. Вообще нормальненько. Спутник показывается, знаешь, СОС. А, то есть наоборот. На айфоне. Ставишь сюда Starlink, 500 мегабит в секунду. А еще я вот недавно узнал, он сделал как мини, Starlink мини. Это такая чуть-чуть больше iPad тарелочка. В этой тарелочке внутри уже и Wi-Fi роутер. Для того, чтобы она функционировала, нужно всего лишь 20 Вт. То есть ты возьмешь Powerbank, подключил, он включился. Да. Он медленнее, чем большой Starlink стандартный, но тоже до 100 мегабит в секунду. Я, кстати, смотрел, извини, я тебя прерву, я смотрел недавно обзор чуваков, они снимали, делают видео и делают прямые трансляции. На берегу сборище йогов, вот, на рассвете, там вот это все йогу делают, тра-та-та-та. Они ставят 3 камеры, и именно они пользовались Starlink Mini. На Powerbank его подключают к компьютерам Да. и делают лайвстриминг. Это прикольно, кстати, идея. Да, и именно, да, пользуются именно вот этим мини. И ты говорил, Андрюш, про него, то, что он стоит так недорого, или у обычного Starlink? Смотрите, у меня был Starlink первого поколения. Он сейчас стоит там, где вы сидите. Да. Он на такой моторизированной ножке. И за него я заплатил тогда 400 евро. И платил по 50 или 60 в месяц. Здесь, когда я приехал, я заказал новый Starlink. И получается, когда я его заказывал, я заплатил только за доставку 18 евро. Он ко мне приходит. Я думаю, наверное, когда он придет, там будет счет. Счета нет. Я его активирую, выбираю тариф. Все. То есть за саму тарелку я ничего не заплатил. А как так? Да вот офигеть, потому что у нас Я не Vodafone, понимаю. а Vodafone, этот немецкий, за роутер, сколько-то он, 200 евро стоит, его можно сразу купить, либо выплачивать 200 евро за 2 Типа года. в лизинг да? взять. У тебя там по 10 евро будет или по сколько, не буду считать. Плюс за интернет
69 или что-то такое, около 70 евро в месяц. Ну это пиздец. У меня написано, Полный. что до 1000 мегабит в секунду. Гигабит. 1 гигабит, да, правильно? Гигабит. Ну, до гигабита, да. Да. Все это брехня. У нас, как тогда еще говорил, у нас 2 телефона, Подтверждаю. компьютер и телевизор. Не И тянет. не тянет, и он иногда хреновый интернет, и вот... Ну да, ну что, потому что все равно по проводам интернет идет. Вот, я только... если- Какое Да. подключение, такой Если- интернет. Wi-Fi же он просто раздает Вопрос. то, что от кабеля идет. Wi-Fi просто Можно раздает. ли проверить, допустим, если я захочу себе Starlink, могу ли я поставить его на балкон? Ну тогда мы говорили, да, ему нужен все равно шнур. От него идет шнур по-любому, да. Тебе нужно будет просверлить дырку, а потом эту дырку замазать силиконом или этим акрилом. Ага. Или и к замазкой И какой-то. к нему подключается тоже какой-то роутер, да? Смотри, у меня как? Тарелка, Ага. которая стоит на крыше. От нее идет кабель один. Этот кабель входит в роутер. Вот, нужен роутер тоже. Отдельно роутер стоит. О, А от роутера уже идет кабель подключения к сети. Роутер идет в комплекте, приходит тебе Да. прям. Вопрос, если, допустим, я себе еще не купил, но хочу проверить, будет ли у меня связь с балкона, не ставя его на крышу. Можно это сделать или нет? Ты скачиваешь себе Starlink App, Ага. сделаешь там регистрацию. И все, да? Я сейчас покажу. Вот, нашел. Короче, app. У меня он на немецком. Ну, можно перевести. Или по значку ты поймешь. Называется Ausrichtung. Вот так вот выглядит. Угу. Потом ты нажимаешь вот сюда. И ты камеру направляешь на небо. И как бы такие точки собираешь. Угу. Блин, они немножко изменили. И ты, короче, точки собираешь. И он тебе потом покажет, какое будет соединение у тебя при твоем как бы положении тарелки. Да. И почему это еще лучше? Ты каждый месяц можешь или от своего тарифа отказаться, то есть выключиться, или поменять тариф. То есть ты 3 месяца дома, а сейчас ты на месяц едешь куда-то путешествовать. Ты говоришь, я беру с собой, меняешь тариф на путешествие, немножко дороже платишь, естественно, но на месяц, не на 2 года. Ну, круто. Как у нас круто. контракты в Ладно. Германии. А что там дальше по Маску? Как вообще он, блин, на чем он заработал? Первые деньги он заработал на продаже PayPal. Он там не один был, их там целая группа была. Брат его был. Вот, они продают PayPal. И он получает за него, по-моему, около $1 миллиона. Это, конечно, давненько было. Это были большие деньги, но еще не миллиарды. И он на сумму от продажи PayPal основывает 2 компании. Теслу, хотя Теслу он не основывает. Тесла уже была основана, и его чудак как бы пригласил, который ее основал. Это не И он снова. пришел, Да, не он. увидел, что там как бы дела идут не особо хорошо, подналадил, ну и компанию забрал. Ну, понятненько. Вот. И также основал SpaceX. И поначалу все совсем было плохо. Корабли, вернее ракеты SpaceX постоянно взрывались. Теслу никто не хотел покупать. Было сильно дорого, в общем, тяжело было. И был прям на грани банкротства, причем обе компании. И каким-то макаром он сумел вытянуть их за уши обе. Ну, наверное, И вот сейчас у меня неспроста. вопрос. Вот смотри, при Советском Союзе интернет не дали развития, да? И первые в космос полетели Юрий Гагарин. Правильно? Ну, полетел. А дальше?
Все, хватит. Ну, хоть какую-то выгоду надо было с этого, пользу. Ну, он катался по всей России. Нет, для него, может, и СССР, была выгода. да. Даже с королевой он там знакомился. с Он был, он английским. по всему миру проехал. Да. Он герой. Да. Ну, а сама вот система советская, наука, Не, польза, да? может быть, и были именно люди, и было желание что-то сделать, но, как всегда, Советский Союз Ну, им не давал, конечно. это было совершенно другое направление. Нам нужно быть Да, но и вот меня быть просто первыми, поражает всё. тот факт, что человек, ну хорошо, довольно-таки не глупый и, скажем, богатый, но на тот момент не самый богатый, основывает компанию, в которой летают ракеты, запускают спутники. И у меня сейчас интернет в горах. Ну, он, смотри, он вообще-то сразу был ребенком не из обычной семьи, правильно? Не из бедной. Ну, не из, как бы, Да, да, были- бомжей, да, но и есть не деньги. из сверх... У него мама была модель, а папа, по-моему, ушел из семьи. Ну Да. и когда у него уже были эти камни, по-любому у него была, и когда, наверное, вот практически он был банкротом, и потом вытянули как-то его компании кто-то. Все равно, значит, правительство за этим стоит. В данный момент он также летает вместе с Трампом в Китай, как, я не знаю, как друг его. Не, в данный момент он плотно с Трампом. я и Он думаю, даже что- был, этот Доджи, комитет, который контролировал эти все растраты. Да. То есть он прям... И он был самый Не, ну, крупный спонсор Трампа на там он предвыборной что-то лоббировал кампании. для правительства в да, каких-то сферах. По любасу То есть есть поддержка какая-то- правительства Да. с Америки в любом случае у него какая-то была, видимо, за что-то они У него огромная зацепились. была... Но именно от этой... Смотри, там было так, что как бы правительство не хотело вкладывать деньги, потому что ракеты не летали. Не, ну понятно, но все равно поддержка какая-то была, не финансовая, может быть, а Давали ему... какие-то Поддержка была. преференции Ему стопудово какие-то, давали. еще что-то. Стопудово Поэтому давали. без- да, без да. этого И он на бы- электромобили тоже. Это даже этот был зеленый переход, все Да, вот это да, вот, да, ну, что понеслось потепление тогда, вот это как глобальное. раз все вот это и совпало. Когда Да. зеленые вот это все бучу поднимали всякую. Да. Но все равно таких людей много Ну да, по да. всему миру, которые спонсорские деньги получают, и компании, и все на свете. Ну, никто же другой, ну вот Джефф Безос сейчас пытается тоже сделать со своим Blue Origin. По-моему, его ракеты тоже уже взлетели, и он тоже хочет сделать аналог Starlink. Но это он только хочет. Ну слушай, ну Стив А у Джобс этого он тоже уже пару один лет. на весь мир, который запустил смартфон, понимаешь? Это ж не может быть 5 человек, которые выстрелили и допетрили до того, чтобы сделать что-то большое. Не, ну просто насколько это... Не, ну да. Ну, он- Стив Джобс, да. Ну, такие вот Но мне кажется, Илон Маск- крупные, кто что-то, чего-то реально достиг. Знаешь, то есть тут гадать, почему где-то выстрелили. В Америке есть, ну, экономика у них сложена так, то, что есть возможность это сделать тоже. Ну смотри, и сама- Стив Джобс, и Илон Маск оба в Америке Ну да, выстрелили. я про что и говорю, то есть там, ну, свобода рынка вот эта вся, и, ну, не только рынка, а всего вообще, в принципе. Ну и Тесла тоже. Тесла, я имею в виду Тесла, стал известен и поднялся Никола он Тесла. тоже да, Никола, то, что он Да, тоже да, в да. Америке. Да. Вот. Так что, Немножко по-другому все работает. да. А еще как интернет повлиял вот просто на людей. Сейчас может человек, который сидит в каком-то захолустье, достает телефон, просто жебрак разбитый, просто вот. Начинает записывать сторис или рилс, делая какую-то полезную или неполезную, или смешную хрень. Может стать просто мегазвездой. Ну да, а ты не слышал сейчас? Кэби Лейн. Во время короны. Итальянец чернокожий. Он работал где, Андрюха? Вот я не помню где.
Ну, Вообще, ну, в общем, самый низ. Да. Может быть, Начинает записывать свои вот эти коронные Да. ролики, типа «Зачем так сложно, так же намного проще», но без слов. Просто какой-то невероятный... Сейчас вот популярный, я видел в Инстаграме тоже, в ТикТоке, из Африки, откуда-то, я не помню государство какое, он делал из разных, ну, короче, ну, у него талант есть, вот, он что, вещи, как дизайнер. вот Из этот разных там вообще пацанчик. материалов. Вот он Молодой там пацан. так держит обувь, такой кидает ее на пол и одевается такой, Да, знаешь, да. сам из подручных материалов. Его подписал кто, Версачи или кто-то? Да, вот. Его подписал как буквально за месяц вот так вот взлетел. Ему сразу бренды, да, Версачи ему контракт предложил, и он такой уже на Ламборгини. Там молодой показывает. пацанчик. Молодой вообще. Да. пацан. Да. Ну вот это вот про... Ну вот смотри, и наша жизнь тоже. Да. Мы были, да, я был там артистом, жена моя тоже была артисткой, потом немножко была ведущей на телевидении. Рождается ребенок, мы живем просто, ну, самой обычной жизнью, да. Яна начинает снимать влоги, моя жена. И за 5 лет ты делаешь себя полностью, ну, как бы независимым в плане твоего местонахождения. То есть ты работаешь по интернету. Ты полностью свободен. Но видишь, это нужно быть именно тем человеком, который бьется в одну точку. Своя идея 5 лет, это, блядь, это 5 лет. Это не, знаешь, многие люди, кто начинает, потом бросает, да, не получается. Ну, да. А то, что, как ты говоришь, мы знаем-то, вы обычно... Перегорают. Да. А то, что Яна, она... Ну да, очень многих как бы ожидания, что я сейчас вот пару роликов сниму, и, Да. и такие примеры есть. Да куча. Да, вот. Только что сейчас говорили, да, вот этот парнишка взлетел. Но вот он что-то сделал, да. Да, и русскоговорящих сколько таких каналов, как Зубарев. Ну да. То есть все равно, ну да, интернет сейчас дает... Ну, все возможности. Обучение всему на свете. Смотри, я научился снимать и резать по интернету. Можно научиться делать все, что угодно, руками. Мастерить, Ну да, починить. вообще база знаний. И ногами. Построить, ногами. Вот все. Сейчас тем более искусственный интеллект. Это Вот вообще красота. ж. paradise. Ну, как говорится, то, Просто. что они сейчас идут себе в убыток, компании именно, Какие? искусственный интеллект, и вот эти все, которые делают... OpenAI. блядь, да, AI, потому что у них подписка стоит, сколько там, $20 в месяц. Ну, а это вообще, ты имеешь в виду текстовые, которые? даже нет, не только тексты, потому что какие-то закрылись эти, разработчики, короче, что-то закрыли. В общем, сама подписка стоит примерно около 200, а ее продают за 20. И они хотят тем самым привлечь больше людей. Вот, и поэтому они работают в убыток. А потом лупасить цену космическую. Да, и много компаний Когда ты уже уже без этого не можешь. перестало работать, да, из-за этого. Слушай, ну нет, блин, ну ценник, это ну GPT какой-нибудь, Gemini, вот, которые именно с текстами работают, те еще 20 что-то Да, там да. стоит. А там, если видео редакторы, есть. там вообще Они драконовские прилично цены. стоят. Плюс еще там лимиты. То есть ты, вот тебе лимит дается, не так, то, что ты можешь генерить все, что сколько ты захочешь. А там, блин, лимит дается, ты все Кредиты нагенерил эти, себе, да? месяц сиди, дальше жди. Либо же докупай эти лимиты. То есть там ценник нормальный, я так что-то полазил, думаю, ни хрена все себе, равно блин. много Дороговатенько. они требуют ресурсов. Не, ну для да, себя, да, тем более видео. Да. Это да. Ну все равно да. AI сейчас дает очень много. Вот ты про обучение заговорил, я сейчас тоже там нейронки смотрел, этот, как называется, Notebook LM, не слышали? Прикольная нейронка, она как и обучение, там есть Deep Research, когда ты задаешь вопросы, он полностью в интернете ищет все,
и тебе эту краткую сфотку дает, ты можешь задаться каким-то вопросом, сделай мне, например, анализ рынка того-то, того-то, того-то на данный момент. И он, например, анализ рынка AI. И он тебе полностью выкладывает всю информацию в кратком виде, куда, что и как. Да, прикольная тема. Интересная. Да не, ну это вообще шикарно. Буквально любое... Ну вот я сейчас готовился, я ему сказал, ставь мне краткий конспект. Для подкаста будем говорить о интернете, кто основные лица, основные вехи. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Шикарно. Да. Сейчас мы в Zoom общаемся. Там есть функция тоже AI. Он после того, как мы закончим говорить, полный протокол выдаст нашего разговора. То есть краткое содержание, разобьет по темам все, что мы говорили. Просто уникально. Как бы и на заметке разобьет. Особенно, знаешь, важно, когда ты какие-то консультации, скажем, с доктором, юристом, еще с кем-то, что-то там по бизнесу. Ты поговорил, ну, ты можешь, наверное, очень много мелких вещей позабывать. Ну да, да. А этот он тебе просто все расписывает, и ты опять вспоминаешь всю эту, весь разговор, и он тебе просто перед глазами. Это шикарно. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да. Ну да, ну... А что это? Да, извини. Не, говори. Я просто говорю сейчас AI, потом же также в Китае, ну не только в Китае, много уже роботов есть, помощников. И, бля, скоро... Я сейчас недавно видел видео, да? Робот, который упаковки проверяет. Нет, не видел. И с человеком, да? Да. Да-да-да. И он просто проработал 3 или 4 суток без перерыва. И только на чуть-чуть медленнее человека. Да, я видел видео, то, что наоборот, человек быстрее все проверил. Человек быстрее. Да, то да, есть да. робот немножко медленнее. Да. Но медленнее. Ну, пока что. Но зато 3 суток без перерыва. Ну, А да. человек с перерывами в это время был. Понимаешь? И ты в смысле за это все время человек Да, у быстрее? человека был обед, он спал, все такое, но он все равно быстрее сделал. Это вот недавно? Да. То есть он на обед Потому что, уходил. насколько я понял, со статьи вроде бы человеку надо 2,8 секунды на пакет, Ага. а роботу надо было 3,6 или 3,7 в среднем. Не, ну там знаешь что, я не видел, не читал статью, я видел ролик. И там говорилось то, что даже при том, что это автоматизировано и он упаковывает быстрее, у человека как-то более то ли смекалка, то ли еще что-то, ну, за счет интеллекта именно человеческого. Он все равно, человек делает быстрее эту работу. Я точно, еще точно прикол не есть. помню. У Илона Маска на фабриках, опять вернемся, в Тесла, они же у него там супер будущего, и роботы стояли. И он хотел, чтобы оно было полностью автоматизированное. И как бы он очень долго пытался найти такие роботы или настроить роботы так, чтобы они двери на петли сажали. И говорит, что это было настолько тяжело, а человеку это стоит ну просто секунда. То есть взять дверь, да, и на петли повесить. Да. И он говорит, человек очень сильно недооценен. Ну, это, видишь, все равно пока что, мне кажется. Но это да? тоже Конечно, такой пока хайп, что. мне кажется, из вот интернетовский, то, что заменят AI. Ты про искусственный интеллект. Да, то, что заменят, это все заменят, но это же все равно как бы это помощник. То есть он же не обладает Смотри, интеллектом. Понятно то, что Когда там... появились автомобили, они просто убили кузнецов, они убили как бы вот эти вот все придорожные, когда тебе на лошади ты скачешь, она же не может так, как автомобиль. Тебе надо заехать, Да, если да, надо да. быстро ее поменять, накормить, напоить. Они все разорились. Короче, там целые индустрии были, которые обслуживали лошадей. Они пропали. Но появились автомобили. Заправочные станции, шины, запасные детали, стекло. Там, я не знаю, что еще у них появляется кожа в салонах. То есть одна ниша, понятно, пропадает. Какие-то профессии теряют свою такую большую актуальность. Но появляется новое окно. Ну да, да, конечно. А в конце мы все равно все будем жить
при коммунизме. Ну, то есть не надо работать, пусть там все роботы делают. А слышали что-нибудь про этот? Ну, сейчас же есть тоже, разрабатывают суперкомпьютеры эти в Китае, на блокчейнах, еще что-то. На Web3 называется. Не слышали такую Нет, тему? это я не слышал. Нет, не нано, а как эти называются? Нано-банано. Нано-банана, блин. Компьютер, который Да, они, блин, я тоже не быстро помню. все будет делать к этому. Квантовые. Да, Да. квантовые тоже. Типа, да, он будет там... Ну, там что-то мощности, по-моему, если я не ошибаюсь, нужно для него содержать его. да, весь. да. То есть технология, она как бы есть, по-моему, ну, если я только не ошибаюсь. Вроде Поэтому- технологии есть, но там мощности нужны такие серьезные, чтобы это все работало. Опять Илон Маск хотел, помнишь, я тогда говорил, что он хочет в космосе сделать эти станции для AI. Не станции, а для сервера. Дата-центры. Да, да, дата-центры хочет построить в космосе. Ну, молодец, Да, чтобы построить. энергия, солнечная энергия тогда будет. Мгм. И Да. через Starlink Там передавать туда. побольше солнечной энергии. Ну да. И она постоянная, там нет Да. облаков. Сегодня через интернет передаются миллионы сообщений. Как человечество к этому дошло? Или про Вот, что? Wi-Fi. 2004 год. Мы поехали работать в Данию. И в Дании встречаемся с русскоговорящим чуваком. Что-то разговариваем. И он как-то упоминает: о, ребята, а вы знаете, что есть беспроводной же интернет? Мы такие на него. Ну, в то время у нас дома был интернет через вот этот телефонный модем. Такие звуки он еще издавал. Мы такие: что ты имеешь в виду, какой беспроводной интернет? Он такой: ну, беспроводной интернет, wireless. Мы такие его послушали, потом друг с другом говорит: вот идиот, что ты такой придумал беспроводной интернет, что вообще безмозглый. Приходим домой, а ноутбуки уже у нас были. Такие же: слушай, ну может реально существует? Он нам сказал по буквам, как ввести, типа, что искать. У нас еще Windows были. Херакс. Реально. Причем раз он даже пару сетей тогда нашел. Это было в Копенгагене. Вот тогда я прям такой: вау. Вот так-то. Вот так-то, да. Я не думаю, блин. Ну, беспроводная. Ну да. Как-то прошло мимо меня удивление. Ну, просто он по у меня этому дома факту. тогда стоял, этот интернет. Он был, ну, понятно, этот модем стоял, подключен к телефонной линии. И когда ты пользовался интернетом, у тебя телефон не работал. Он был занят. И ты после этого, как бы я этим попользовался, приезжаю туда, он мне рассказывает, что беспроводной. А я думаю, как беспроводной? А модем? Ну, какая-то фантазия. Ну, короче, индеец, знаешь. Да. Я был вообще, наверное, блин, идейцем. Долго до нас это шло. Да. И сейчас уже наша жизнь без интернета, без Wi-Fi, без мобильного интернета, это уже не жизнь. Ну, Невозможно. это интегрировано, видишь, уже полностью. Полностью. Хоть уже и был тогда интернет, и, извиняюсь, я уйду назад, в 2000 какой первый год, мы поехали в Китай, наверное, 2001 год. Тогда мы купили свои первые телефоны. Тогда мы звонили с Китая домой по телефону, по стационарному, и писали письма домой. Они шли что-то несколько месяцев туда, отправляли обычные письма. 2002 год. Мама писала мне, или брат мне писал, Гарик мне присылал тоже обратно письмо. Так, а здесь мы Блин, тоже ну я в из-за Германии границы письма звонили. никогда не писал, но я помню, что, А сейчас... получается, родители моего папы, они жили в селе. От нашего города, где жили мы, 180 километров. И мы письмами общались. То есть, потому что телефон был у них в селе только в одном доме, и он там что-то еще стоил. Там. И я помню, как мы письмами вот общались, и они тоже там ходили приличное время, 180 километров, а шло письмо там пару недель.
Организовано было хорошо. А сейчас, блин, вот ты сидишь на Сардинии, мы в Германии. По видео. Да, по видео. Так, а есть, прикинь, кто-то сидит в Австралии, а кто-то сидит в Америке, а третий в Южной Америке. Они все раз, конференция. Я вообще, я балдею. Летает в космосе, блин, да, и идет прямая трансляция. А какой вот все эти социальные сети, какой импакт они дают мелкому и среднему бизнесу? Да, ты можешь, люди о тебе узнают. Причем ты можешь эти же эдсы, то есть рекламу покупать в Ютубе или в Инстаграме, в Мете с привязкой по региону. То есть, чтобы эту рекламу показывали людям, которые находятся рядом с тобой. Плюс-минус там. То есть, если у тебя какое-то региональное кафе или какой-то... Ну, крутяк. Так что да, вывод. Пошалеть не встать. Интернет настолько сейчас в нашей жизни, что без него уже никуда, как кофе. Да. Интеграция. Да. Спасибо тем ученым, которые вывели его. Но все равно Вывод. интересно. Очень. Интернет это интересно и да, настолько необходимо сейчас, что без него уже никуда. Да. В интернете можно всему научиться. И много, конечно, минусов и гадостей можно там увидеть и услышать. Можно. Мошенников много. Тоже. Негодяев. Darknet. Но это как во всей нашей жизни. Ты можешь приехать в город и так в лицо встретить и мошенников, и разбойников, и хороших людей, Да. аферистов, всех на свете. Тут Так что, ладненько. Надеюсь, всем понравилось. Вам, нам точно лайки. понравилось. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Сердечко. да, всем пока. Спасибо за внимание.